Всем привет! Сегодня я расскажу про материалы и инструменты для лепки. Чем пользуюсь я, ну и вообще, чем пользуются другие, можно сказать. Для изготовления, вот я, например, изготавливаю вот такие вот разные фигурки из полимерной глины. Поменьше есть такое вот фигурка Скайуокера 54 мм масштабе. Значит, буду рассказывать от основ, точнее нет, от самого главного, что нужно, и далее до каких-то дополнительных приспособлений. По порядку начнем. Это у нас будет, значит, полимерная глина. Самая главная у нас основа, из чего мы будем лепить, или пластилин. Такая вот у меня есть полимерная глина. Я использую разные марки, Fima, Soft, в маленьких таких упаковочках. Есть большие варианты, продаются. Soft, Professional, мне нравится. Пластилин также то же самое. В принципе, практически все к нему применимые принципы и техники, что из полимерной глины. Такая вот глина есть у меня осталась в Джове, самозатвердевающая, на воздухе, в общем, без запекания. Ну, принцип один и тот же, практически. Это, кстати, обычная глина отличается, она быстро сохнет, там другие там немножко техники. Ну, поехали. Первое, конечно, как я уже и сказал, это полимерная глина. В моем случае, или пластилин. То есть вот он разный есть. Тут на ваш вкус, как сказать, не вкус, ну, кому как удобно, с чем обращаться. Я использую разные мягкие, твердые. Вот это софт, мягкий вариант, например, Fima. Это обычная скалпи, это мягкий вариант скалпи полимерной глины. Есть такая еще Professional глина. Тоже, в общем-то, нравится, твердовато, но мне нравится, она довольно гибкая и какая-то средняя между софт и обычной. Есть еще Doll глина, очень хорошая Doll. Она очень мягкая, эластичная, но где-то она, в каких-то случаях она нужна. Или обычный пластилин. У меня вот такой гамма пластилин, есть лучше. Я практически не пользуюсь. Так, значит, дальше. Второе, что нам нужно, это стеки для лепки. Стеки бывают металлические, такие вот разные формы. Самое, конечно, необходимое, это вот такая лопаточка. Это как бы база. Все остальные тоже нужны, особенно вот, ну вот это плоский стек бывает нужен. Есть силиконовые такие вот штучки. Силиконовая кисть тоже бывает иногда нужна для сглаживания, если не пользуетесь пленкой, но даже если пользуетесь. Так, дальше есть еще вот такой наборчик у меня стеков скалпи, довольно дорогой, неплохой. Так, ну и, конечно, нам понадобятся ножи, нож канцелярский, различные пинцетики. Это хороший пинцетик, такой боковой. Надо, чтобы они были достаточно крепкие, но нормальный пинцет. Пинцет должен быть нормальный, иначе он будет плохо захватывать. В общем, ерунда получится. Мучение, в общем. Так, не то чтобы ерунда. Помучитесь. Есть у меня еще, значит, смотрите, помимо этих стеков есть различные дополнительные штукенции. Это вроде как вот таких. Это у меня от Дарца игл. Потолще. Просто обычные иголочки. Такие самодельные стеки. Пластиковый стек. Вот он такой дешевый. Я его где-то просто в магазине дали мне. Хорошая вещь. Вот это, то, что я говорил, не очень стек.
они из фикс прайса. Ну, так, иногда выручает, конечно. Вот хороший пинцетик еще. Такой вот. Жесткий. Жесткий тип. Так, что еще? Ну, в общем, такой стек вот еще у меня завалялся. Когда-то пользовался. Здесь ножичек, здесь такая лопаточка. Что-то нужен он был, не знаю. Я разные пробовал. Обычная иголочка. Это вещь. Вот. Ну, иголка, в общем. Это вещь, на самом деле это вещь. Она нужна она. В таких мелких работах, которые я делаю, я имею в виду. Ей можно сделать, знаете, я могу сказать, что ей можно сделать процентов, ну, если не все, то процентов, если так вот, как сказать, на слабо, короче, можно сделать, наверное, процентов 70-80 работы, если не больше. Любой. Дальше. В большинстве работ, ну нет, не в большинстве, ладно. В том, что я делаю, будем так правильно сказать, я использую проволоку, каркас. То есть он и из пластилина, из полимерной глины, любые вот такие фигурки большого размера. Проволока у меня сейчас такая вот 1 мм, довольно мягкая. И 2 мм. Это для для хребта, для каркаса самого, самое жесткое. И поменьше для закручивания, чтобы сделать, как сказать, добавить жесткости и связать все это дело, и чтобы пластика лучше прилегала. То есть не на голую проволоку сажать, а создать какой-то рельеф. Это вот проволочка у нас 0,5 миллиметров, бухточка такая. Ну и 0,2, по-моему, или 0,3, ну или 0,2 я использую. В общем, примерно, чтобы такое было плюс-минус соотношение. Дальше можно мат для резки. Вот такой вот, например, вещь хорошая. Ну, он как для резки? Ну, для резки, не для резки, для лепки. В принципе, чтобы ничего не бегало никуда. Удобно убирать. Но я могу сказать, что лучше не оставлять надолго пластику. Не пластилин, а пластику на нем. Полимерную глину. Особенно всякие мягкие такие, цветные. Вот, типа так. Да, типа такого, наверное. Фима любит мазаться. Наши глины. Они могут прилипать, оставаться пятна. Ну, пятна это ладно, здесь может не видно. Они прилипают и потом сложно отодрать. Остается такой клеющий слой. Его надо царапать. В общем, не стоит этого делать. Сразу убирайте все. Так, потом, значит, нам нужно краски, конечно. Ну, краски любые я пользуюсь масляными. Вот обычными красками в своих работах. И акриловыми. Или аэрографом. Кто аэрографом пользуется? Короче, ну, в общем, краски нужны. Это уже на ваш выбор. Какие вам нравятся. Дальше, когда мы покрасили, нам нужно все это дело залакировать, покрыть лаком. Значит, у меня лак цемнит вот такой. Матовый. И блестящий. Иногда комбинирую. Часто, в основном люблю матовый. Ну, смотря какая, если какая-то там что-то с водой связано или мокрое что-то, да, такое блестящее, то вот как, например, сейчас покажу. Кстати, как, например, у Венома. Венома, значит, я сделал здесь обычным лаком, а здесь вот он более блестит, видите, черный, такой прям блеск. Во-первых, это глина обычная и... Ой, то есть глина, говорю, краска. Акриловая, глянцевая. И плюс я покрыл глянцевым этим лаком, чтобы для создания еще более блеска. А здесь, посмотрите, здесь обычный лак. Вот тут, я думаю, понятно. Обычный лак. И, ну, не покрывал, не красил. Он, видите, такой матовый.
здесь глянцевый. Ну, в общем, комбинировать можно. В общем, можно комбинировать. Ну, получается неплохой эффект. Так, дальше. Ну есть еще лаки. Вот такие различные, стекловидные. Битумные. Это отдельно по ним можно рассказывать. Наверное, я думаю. Так, дальше. Ну и кисти там разные, соответственно. Это понятно. Тоже покажу. Тоже все расскажу. Кисти различные. Здесь у меня помельче. Большие. Тоненькие. Ну, красить, в общем. Дальше может понадобиться фольга. Скорее всего. Ну, надо иметь. Для придания объема, чтобы не тратить нам нашу глину полимерную. Да, мы рассказали про краски, я не сказал про грунт. Вот такой, например, грунт я использую. То есть прежде чем красить, желательно покрыть грунтом, чтобы краска не сворачивалась, ну и в дальнейшем, чтобы она со временем не отвалилась. Это, конечно, не факт, смотря какая краска и так далее. Ну и смотря сколько времени пройдет, конечно. Но я использую грунт в баллончиках, либо красим. Лучше в баллончиках. Ну или этим аэрографом. Теперь про разные дополнительные штучки. Значит, основное, что я считаю, это нужен держатель из дополнительных штучек. Есть видео отдельно на канале про, ну, как его сделать. В принципе, ничего хитрого нету. Для чего он нужен. Держатель для фигурок. Так, дальше. Фетр или какой-то подклад. Ну, например, вот такой вот. Это для подставочки. Ну вот, давайте я вам покажу, как он выглядит. Вот так он продается. Не помню, сколько стоит, но рублей 200, наверное. Так, ну тут надолго вам хватит. То есть это, ну его можно, не знаю, применение можно найти ему разное, но в основном я для подставок, например, вот таким образом. Все получается красиво, аккуратно. Так. Цивильно, в общем, так. Так, дальше, значит. Я еще не сказал. Инструменты сказал, не сказал про плоскогубцы различные. Бокорезы. Такие вот длинногубцы. Это тоже, конечно, очень нужно для работы с проволокой. Без этого никак. То есть обычные плоскогубцы, кусачки, вот эти вот мне нравятся очень. Такие штуки, на самом деле, вот советую. Тут тоненькая очень такая часть, носик. Это длинногубцы, по-моему. И довольно удобно ими работать. В отличие от больших, эти тоже нужны. Просто, ну, я разные держу в своем ассортименте. Дальше есть такая вот эпоксидная смола, которая застывает на воздухе. Тоже в магазинах продается, но не именно этой фирмы. Тоже удобно, если где-то замазать какую-то щель. Ну, из нее, кстати, тоже можно лепить. Вполне неплохо. Надо будет как-то, наверное, попробовать видео сделать даже. То есть, ну, замазать какую-то трещину, чтобы не запекать опять. Можно суперклеем или такой вот смолой. Потом есть различные добавочки всякие, вот такие вот вельветовые. Придает бархатный эффект. Какая-то фиолетовая. Разного цвета. Но это уже тут много очень, как сказать, продается в магазинах. Такие вот шарики. Тоже могут пригодиться. Не знаю, пузыри делать или еще что-то. Они, кстати, не такие дорогие. Топинг называется. Ну и там трава, мох. Все это тоже есть в продаже. Это как дополнительные всякие плюшки. Ну на этом вроде все. Я все так вкратце рассказал. По стекам отдельное видео. По держателю по ссылочке переходите, посмотрите. На этом все. Всем пока. Удачной лепки. Пишите, что вас интересует. В комментариях, может быть, отдельно снять видео
по каким-то моментам лепки. Всем пока-пока.